Всем привет! Меня зовут Денис Левин, и вы на канале Multi-Pictures. И сегодня мы с вами будем обсуждать генерацию цифрового аватара. Не просто аватара, а цифрового аватара для музыкального клипа. Если вы до сих пор еще не подписались на мой канал, сейчас самое время это сделать. Я все еще жду. Я понимаю, что вам нужны гарантии того, что ролики будут выходить регулярно, и что это будет действительно полезная информация. Но чтобы это проверить, вы должны подписаться. Подписались? Ну что, поехали! Этот раздел посвящен генерации видео. Наконец-то мы подошли к самому важному моменту. Как я и обещал, правда? Буквально 5 уроков назад. Итак, начнем мы с генерации поющей головы. Извините за такую прямолинейность, но это терминология, которая используется в кино, в клипе, на телевизоре. Тоже довольно часто говорят там говорящая голова, да, или там поющая голова. И сразу понятно, о чем идет речь. А речь идет о том, что у нас есть крупный план, и нам нужно, чтобы липсинг, то есть мимика лица, совпадала со словами в песне. И в идеале, чтобы еще у нас двигались волосы, там еще что-то, но это уже, знаете, как получится. Я определил, что первая фраза в моей песне длится 6 секунд. И я должен нарезать вот свою песню на вот эти отдельные отрезки, потому что я не хочу всю песню сейчас загонять и на всю песню делать липсинг. Я хочу сделать липсинг только в тех местах, где мне требуется, да. Вот этот шот и еще один шот вот здесь, короткий. Проверяем его. Да. Итак, начнем с первого. Я делаю из этого звук. Выгоняю звук. Для этого я выбираю формат MP3. Проверяю, что все настройки тут по умолчанию стоят правильно. И задаю папку. Вы знаете, да, что я люблю все раскладывать по папочкам. Мне так легче потом это находить. Звук 01 MP3. Save. Выгоняем. Ура! И теперь можем попробовать сгенерировать. Что нам для этого потребуется? Вы помните, да, что мы работаем с платформой Syntax, на которой есть все необходимые генераторы. Но есть проблема, когда мы заходим через браузер, через обычный Chrome, или там неважно какой, то в разделе «Видео» у нас не все генераторы представлены. И вот тут кроется уже первая сложность. Нам потребуется Telegram. Помните, когда вы регистрировали Syntax, то я вам говорил, что очень важно заходить именно через Telegram. Тогда вы сможете пользоваться и через браузер, и через Telegram. В Телеграме у нас есть такой чат-бот, который называется Syntax AI. Он-то нам и потребуется. В главном меню, а меню представлено вот здесь внизу. Если его нету, то нужно нажать кнопочку меню. Нет, вот эти 4 точки нажимаем, появляется меню. У нас есть вот такие разделы. Нас сейчас интересует видео, да? Мы заходим в видео, и здесь, внимание, выбираем генератор под названием HeyGen. Почему? Да, потому что это тот самый генератор, который делает нам говорящие аватары. А еще, оказывается, он умеет работать с песнями, с музыкой и делать не только говорящие, но и поющие аватары. Это же то, что нам нужно. Он платный. Секунда видео стоит 1 токен 20 копеек. Не знаю чего. Ну, допустим. И что нам потребуется? Нам нужно загрузить изображение. Видите, тут подсказка. Загрузите изображение с персонажем. И потом аудиофайл.
Отлично. У нас есть и то, и другое. Напоминайте, где у нас лежат картинки. Сейчас мы их найдем. Та-да-да-да-да-та-та. У нас же все разложено по папочкам, да? Мы не можем теперь запутаться, где у нас что лежит. Оп. Отлично. Вот та самая картинка, которая мне нужна. Еще раз смотрю на крупность. И вот что я думаю. Наверное, мне нужно сделать ее еще покрупнее. Вот так, да. Чтобы произвести еще более сильный эффект. Сейчас посмотрим, может быть, еще чуть. Да. Работаю. Хочу сделать первый кадр вот с такой крупностью, да, крупное лицо. Поэтому выгоняю фрейм. Source images. И это у нас будет 001. Нижнее подчеркивание 1. То есть ту крупность я тоже использую. Просто хочу сейчас вот этот первый аватар сделать на такой крупности. Затаскиваю прям drag and drop, хватаю мышкой, да, перетаскиваю сюда картинку. Снимаю галочку Compress the image. Давайте еще раз. Перетаскиваю, и он мне говорит, хочешь сразу без компрессии или хочешь с компрессией? Сразу без компрессии хочу. Send. 1000. Теперь отправьте, запишите аудио. Аудио у нас лежит в другой папке. Мы его перетаскиваем. Это короткий кусочек, помните, да, на 6 секунд. Ждем. Предлагает настроить и запустить. Стоимость 6 токенов. Отлично. Вот тут важное окошко. А здесь нам уже нужно проверить, что у нас совпадает 9:16, вертикальный формат, 25 кадров в секунду и 1080p. Это разрешение видео. 4К не дает поставить, 720 тоже. В общем-то, получается, что нам только вот убедиться, что 9:16. Все, запустить генерацию. И ждем. Посмотрим, сколько по времени потребуется на генерацию этого видео. Пока у нас генерируется поющий аватар, мы можем, вот, кстати, в чем удобство, да, того, что мы можем и через Telegram, и через браузер заходить. Мы можем генерировать, например, танец или поездку на лошади. Давайте с лошадью проверим вообще, как все работает, потому что лошадь я ни разу не делал в AI. Идем для этого в Kling. Kling отлично работает с реалистичным видео. По умолчанию я выбираю Kling 2.5 Turbo. Есть более продвинутая модель 2.6. Вот здесь в правом нижнем углу написано стоимость генерации. За 5 секунд 14 токенов. Давайте так, мы начнем с Kling 2.5 Turbo и посмотрим. Если он сделает нам хороший вариант, то мы в нем и останемся. И хочу начать я вот с этого кадра. Так, а скажите-ка мне, пожалуйста, а где общий план с лошадью? Мы что, его забыли? Ну-ка, откройте мне папку. Где общий план? Вот этот, 0.14. Да, представляете, мы его не использовали. Ага. Сейчас мы его куда-нибудь поставим. Требуют наши сердца перемен, требуют наши глаза
в нашем смехе и в наших слезах. Мгм. Такой хороший монтаж, что даже некуда поставить. Но нет, мы сейчас поставим. Смотрите, во-первых, давайте определимся с движением. Здесь мы скачем вправо, потом кадр, когда мы скачем на камеру, и следующий кадр, он может быть влево. В принципе, не страшно, потому что именно вот этот кадр нам дает смену направления. Ам, Но довольно странно, что она скачет вправо, потом прямо, потом влево. Что она у нас по кругу, что ли, скачет? Давайте попробуем ее развернуть по горизонтали. Флип горизонталь. Итак. Вот для крупного плана я бы не стал так делать, потому что лицо, когда оно у нас отражено, как в зеркале, да, оно сразу меняет свои черты. А вот на общем плане можно так делать. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Мы ждем перемен. Мгм. Тут мы уже в красном плаче, да? Так. Требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах. Ну вот, наверное, мы перекроем часть В липсинга. нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен. Пульсации вен. Хорошо, что у нас пока еще картинки, да, и можно что-то переставить местами, что-то поэкспериментировать где-то. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен требуют наши глаза в нашем смехе и перемен требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах. Я решил убрать horizontal flip. В нашем смехе и в наших слезах. Даже придумал уже смысл. Песня про перемены, да, а тут смена курса, смена движения. Мы сначала скачем вправо, потом прямо, потом влево. Это тоже перемены, правильно? Перемена курса, но что-то такое. Короче, это уже все второстепенно. Смотрим, как получилось наше видео. Красное солнце сгорает дотла. Красное солнце сгорает дотла. Красное солнце сгорает дотла. Так, что мне не нравится? Мне не понравились зубы. Мне не понравилось, что у нас есть какой-то резкий обрыв. Вот не хватает вот этого
вздоха еще. Давайте-ка мы сделаем запас. Ну, вот так. Прибавим несколько кадров. Видите, там очень сложно повлиять уже на этот процесс, потому что он делает зубы как хочет. И получается, что если вам не понравилось, ну, вы можете максимум это перегенерить и надеяться на то, что он в следующий раз сделает зубы получше. Да. Будем надеяться. Replace. Это я меняю музыкальный файл. Я его сделал немножечко подлиннее. Еще вот, что мне не нравится, он Красное, как будто сделал темнее видео. Да, видите, вот тут посветлее у нас, а тут он... красное солнце. Ну, тут уже это связано с форматами, да, все-таки здесь у меня PNG файл, тут у нас получается MP4. Может быть, прямая ссылка, кстати, чуть лучше выдаст качество. Красное солнце сгорает дотла. Красное солнце сгорает дотла. Ладно, давайте тогда немножечко его уменьшим все-таки. 150 поставим. 150. И... Опа, может быть, вот я забыл тут поставить высокое качество. Export frame. И поменяем 0.1.1 на новый файл. И снова запустим генерацию. Затаскиваем картинку без компрессии. Затаскиваем звук. Ага. Save. Настроить, запустить. Проверяем настройки быстренько. Да, запускаем. Небольшая короткая рекламная пауза. Если вы до сих пор еще не подписались на мой канал, сейчас самое время это сделать. Я все еще жду.